Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Нефтегазовые доходы в Российской Федерации все ниже, а впереди маячат новые риски. Борис Леонидович, с учетом укрепления рубля, доходы Российской Федерации от продажи нефти, газа, угля достаточно сильно снизились. И есть риск того, что у нас будет дефицитный бюджет. И, собственно, оплачивать внутреннюю экономику станет нечем. Это как? Мы ж сырьевая держава. Это не совсем. Дело в том, что как раз сырьевая держава, если смотреть на валютные доходы, в советские времена это обозначалось как свободно конвертируемая валюта, то основные поступления идут как раз от продажи непереработанных ресурсов. И это не только нефтегазовые, не только уголь, много чего еще у нас идет в минимально переработанном виде, в том числе и стальной прокат, мы его продаем в щушках, в брусках и черт его знает как еще. Но если говорить о том, что происходит на рынке нефти, ну, давайте смотреть, что наносит наибольший вред бюджету России. Мне до слез нравится, что наше Министерство финансов не устает сообщать о том, что бюджет Российской Федерации на 2025 год верстался из-за прогноза стоимости барреля нефти Юрлс $70. Еще раз, бюджет Российской Федерации при барреле в $70. При этом с высоких трибун мы слышим многочисленные голоса, которые говорят о том, что мы достигли суверенитета. У нас бюджет зависит от того, как идут торги на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже, и нас это совершенно устраивает, несмотря на дважды полученное правительством поручение президента Российской Федерации о том, что надо навести порядок с налогообложением в нефтяной отрасли, ничего не изменилось. Первый раз такое послание было в феврале 22 года, 23 года, сейчас у нас середина 25-го, ничего не меняется. Дважды Министерство финансов предлагало свои законопроекты, где по-прежнему стоимость нефти Юрлс рассчитывается исходя из стоимости корзины Brent. Дважды Государственная Дума голосовала в ускоренном порядке. Видимо, какая-то государственная мудрость в этом имеется. Но опять же, если посмотреть на то, что сообщает Минфин по поводу того, что действительно доходы падают, действительно дополнительный процент дефицита ВВП уже виден, один, но тем не менее реагировать на это надо. И уверяет нас при этом Министерство финансов, что дело в том, что снизилась цена на мировом рынке нефти. Ну, давайте оценивать, насколько изменилась цена. Если в начале года она была где-то на уровне $75 за баррель, а сейчас в районе 65, снижение на 13%. Ну, в январе доллар США, а мы же бюджет верстаем, исходя из стоимости доллара, мы же в России живем, как же нам без доллара. Доллар стоил 104 рубля, сейчас 79, а это 25%. Внимание, вопрос, а что же нанесло больший урон нашему государственному бюджету? Курс рубля или стоимость барреля? Тем более, что за минувшую неделю баррель подрос почти до 70, и, вероятнее всего, как многие прогнозируют, будет от 71 и 72. Это связано и с международной напряженностью, я имею в виду ситуацию вокруг Ирана, непрямые переговоры между представителями Исламской Республики Иран с Соединенными Штатами Америки по поводу атомной программы Ирана пока к результатам не приводят. Опять пошли словесные угрозы в адрес Ирана. Те нефтяники, которые помнят, где на карте Земли находится Ормузский пролив, понимают, что в случае совсем уж крайнего обострения или неадекватных действий неадекватного государства Израиль можно ожидать и $120, и 150. Если Ормузский пролив будет перекрыт, то дефицит на рынке возникнет мгновенно. И здесь, как ни странно, поддержку оказывает уже и Еврокомиссия. Как только она заговорила о снижении потолка на российскую нефть в $45, рынок реагирует опять же адекватно. По $45 Россия продавать не будет, значит будет дефицит, значит надо запасаться, пока еще не подорожало. Так что сейчас тенденция того, что поэтапно стоимость нефти будет подниматься, видна. Тенденция на то, что рубль будет падать по отношению к доллару, не видна.
От кого зависит курс рубля, я сейчас, к сожалению, сказать не способен. Я не профессиональный экономист, чтобы на такие сложные вопросы отвечать. Пока он определялся на торгах на ММВБ, было более-менее понятно. Как это выглядит сейчас, не знает никто, и, по крайней мере, в открытых источниках мы об этом ничего не видим и не знаем. С одной стороны, если исходить из тех мантр, которые мы слышим от нашего Центрального банка, повышение курса рубля, конечно же, приведет к снижению инфляции, потому что импорт станет дешевле, и всем будет радостно. Если кто-то из вас, уважаемые зрители и слушатели, увидел, что цены в магазинах пошли вниз в связи с тем, что доллар упал по отношению к рублю, сообщите. У меня вот со зрения, видите, я в очках, может быть, я где-то что-то и не вижу. Для чего держать такой курс? Искусственно он держится или естественно, мне сказать сложно. На мой взгляд, искусственно. Именно попытка сбить стоимость импорта. Потому что разговоры о том, что Россия достигла большой импортной независимости, ну, они, конечно, хороши. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Но, к сожалению, не совпадает с реальностью, мы это видим. Если мы посмотрим, что происходит, допустим, на нашем автомобильном рынке, ну, все более-менее понятно. Несмотря на то, что у нас могучий автогигант «АвтоТАЗ» считает, что все должны покупать только российские автомобили, как везли из Китая, так и везем. Как серым импортом проникают к нам автомобили из Европы, так и проникают. Потому что покупать по этой неадекватной стоимости с учетом ставки Центрального банка хочется, но что-то более, то, что проработает как можно дольше, а не «АвтоТАЗ». Ну и так далее. Какая из тенденций победит? Необходимость держать курс рубля настолько высоким или дальнейший рост стоимости нефти? Ну, тут можно какие угодно прогнозы давать. С одной стороны, то, что происходит вокруг Ирана, наблюдать не очень приятно, потому что это, в принципе, государство, которое почти вошло в состав ЕАЭС, дополнительный рынок в 90 миллионов населения, это возможность решать какие-то логистические задачи, стоящие перед Россией, я имею в виду международный транзитный коридор север-юг, планируемые поставки нашего газа в Иран. С другой стороны, вот это обострение, ну, объективно помогает пополнять бюджет Российской Федерации. С третьей стороны, неизвестно, решится ли Еврокомиссия снижать потолок российской нефти, стоимости российской нефти. Но, с одной стороны, политическое желание профессионального гинеколога, понятно, давайте хоть как-нибудь попытаемся укусить Россию. С другой стороны, ну, в Европе еще остались экономисты, которые, может быть, смогут объяснить это милой даме, что вот появление такого ограничения может привести к тому, что Россия будет поставлять меньше. А это приведет к дефициту, дальнейшему росту стоимости нефти и нефтепродуктов, что для больной экономики России, больной экономики Европы на пользу точно не пойдет. Остается наблюдать, остается смотреть, остается думать, почему, несмотря на снижение курса доллара по отношению к рублю, доходы наших нефтяных компаний и от продажи нефтепродуктов тоже снижаются. То ли у нас емкость рынка уменьшилась, то ли мы, наконец, внезапно пересели на электромобили, и нам уже не нужны нефтепродукты. Хотя, если опираться на данные Автостата, здесь ситуация блестящая. За первый квартал в России продано 677 электроавтомобилей. Большой результат, который говорит о том, что, конечно, необходимо как можно больше автозарядок нам строить, потому что пока количество зарядок не превышает количество электромобилей, так что впереди еще много работы. Я немножечко, конечно, издеваюсь над этим, но как несколько лет уже говорили о том, что неплохо бы определиться, какой вид моторного топлива для России наиболее оптимален. СУГИ, сжиженные углеводородные газы, имею в виду пропан, бутан, компримированный метан, СПГ, это только газовые варианты, традиционные нефтепродукты,
Теперь вот еще электрические зарядки. Нам еще очень много продолжают рассказывать о нашей водородной программе, о том, как мы на водородных автомобилях поедем куда-то. Ну, старинный анекдот про отдельные прутики и веник. Ну, мы вот пока действуем так. Хотелось бы больше определенности. Ну, чего нет, того нет. Может быть, время сейчас такое, когда нам определенность почему-то вредит. Борис Леонидович, а раз заговорили про нефть, а кто остался до сих пор верным и преданным покупателем российской нефти? И кто эти такие вот смелые люди? Сразу должен выразить огромную благодарность нашему Министерству энергетики, нашему правительству, которые эти данные засекретили. Поэтому я становлюсь постоянным читателем э, информации, которую публикует Всемирное информационное агентство «Один Bloomberg сказал». То есть в России узнать эти данные нельзя. Вот если почитать Reuters, почитать какой-нибудь Financial Times, оттуда какая-то информация сочится. Но я не думаю, что они сильно ошибаются, называя трех основных наших покупателей. Это Китай, Индия и Турция. Китай, каков объем поставок, ну, тут никакой Рейтерс ничего точного сказать не может, потому что если у них есть еще какие-то данные о морской торговле, то ответвление от магистрального нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан, которое заходит внутрь Китая, для наблюдателей Рейтерс сокрыто. Та нефть, которая поступает транзитом через Казахстан, напомню, что договор продлен еще на 10 лет, из 7 миллионов тонн в год увеличено до 10 миллионов тонн. Сейчас идут переговоры о том, что годовой объем поставок. Сейчас идут тройные переговоры между Россией и Казахстаном, между Россией и Китаем о том, чтобы увеличить до 15 миллионов тонн. То есть это вот то, что не видят. Что касается Турции, то она действительно была и остается крупнейшим покупателем. И здесь, как ни странно, Турция нам поддержку оказала еще и в связи с тем, что один из нефтеперерабатывающих заводов, который решил, что не стоит рисковать закупать Юрлс, внезапно вернулся к ее закупкам. В результате та скидка, которую предоставляли индийским покупателям, резко уменьшилась. Такая хорошая конкуренция, полезная для России. Опять же, если верить Блумбергу и сотоварищей, то скидка снизилась до $1 за баррель, что, в общем-то, достаточно необычно. Даже в те времена, когда никаких потолков не было, Юрос был традиционно на 3-5 долларов дешевле за баррель, чем нефть марки Brent. Снизить до единицы, но это достаточно интересно. Ну и, в принципе, за этим интересно наблюдать. Внезапно Япония вернулась к закупке российской нефти, причем приходят туда, в их порты, суда из так называемого теневого флота, как его там только не называли, черный флот, серый флот, по оценкам тех, кто профессионально следит за событиями с морской торговлей, с морской транзитом, всевозможным с морским транзитом. Сейчас порядка 17% мирового флота танкеров относится именно к теневому флоту. Это от 6 до 1000 судов. Сколько из них работает на Россию, сказать сложно, тем более, что не только на Россию приходится работать. В таком же режиме поставляет нефть на мировой рынок Иран, Венесуэла. Здесь сложно. Вот на тот момент, когда стоимость бренд была в районе, ну, в рамках от 60 до 65, Юрал стоил дешевле 60. То есть неожиданно наша стоимость нашей нефти влезла под потолок. И вернулись к перевозке нашей нефти греческие компании-судовладельцы. Сейчас, вероятнее всего, опять уйдут, потому что нефть повышается в цене, и про 60 долларов приходится забывать. Здесь интересно, здесь можно писать такие авантюрные романы, кто когда, там много всего интересного. Суда, переходящие в собственность то одной компании, то другой, суда, меняющие название, суда, разгружающиеся не в портах, а где-то поблизости, перелив нефти в море с малых танкеров на большие танкеры. Здесь интересно, но это надо действительно следить в режиме онлайн. У нас
таких возможностей у проекта «Геоэнергетика» точно нет. Я думаю, что в таком темпе, как происходят события на мировом рынке нефти, даже Интерфакс не справится. Слишком много событий одновременно в разных морях и океанах. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Это тоже большая поддержка нашему проекту. Всем спасибо за внимание. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.